Привет. Расскажи нам, представься и расскажи нам, кто ты и чем ты занимаешься в команде. Меня зовут Виталик, я художник и я рисую. Отлично. Почему именно игры? Потому что я люблю игры. Игры вообще неотъемлемая часть современной культуры и вообще культуры, в общем, потому что человечество всю свою историю играет в игры. Ты сам играешь в игры? Конечно. И в грибы играешь? Я с ними делаю другое. Отлично. Расскажи нам, как ты попал в команду. Это интересная история. Был погожий денек. Я ходил по лесу, собирал неплохие грибы, как водится, с корзиночкой, с палочкой в сапогах. Вот, иду я по лесу, вижу, стоит он, белый гриб. Естественно, я на него бросился и ударился головой. Когда я поднял голову, я увидел какого-то мужика. Он сидел напротив меня в кустах, тер голову, и по его глазам я понял, что он не собирается уступать мне этот гриб. Но, к счастью, я был непрост, я не из тех, кто выкручивает грибы, я их предпочитаю срезать, поэтому у меня с собой был нож. Естественно, завязалась драка, мы бились примерно, долго, несколько часов, и когда закат окрасил лес кровавым цветом, мы оба пали без сил, силы были равны. В общем, как вы догадались, это был мой будущий тим-лид, и, в общем, у меня не было другого выбора, кроме как взять меня в команду. Отличная история. Тогда давай перейдем непосредственно к твоей работе. Расскажи нам про то, откуда ты черпаешь идеи для своих персонажей. Помимо этой истории. Для персонажей? Я просто смотрю грибы. Грибы показывают очень много интересного. Пользуешься ты референсами или... Для вдохновения... У меня в подписках очень много пабликов про грибы, и, естественно, я все свободное время смотрю на них и постигаю их загадочную природу. Можешь нам, нашим пользователям, поэтапно немножко рассказать процесс создания персонажа в двух словах? На простом физическом плане это выглядит довольно просто. Я сажусь на свое рабочее место, беру в руки перо и создаю персонажа. Несложно, звучит несложно. А с какими трудностями ты сталкиваешься во время работы? Основная трудность вообще работы художника это в том, что рано или поздно настает момент, когда ты хочешь переделать все, что сделал до сегодняшнего дня, потому что уже изрядно поднаторел к этому моменту нарисования грибов, и они у тебя получаются все лучше и лучше. Виталий, а есть ли у тебя любимый персонаж и с тобой созданный? Мой любимый герой это Айнер. Я примерно так вижу игроков в грибы. Скорее всего, игроки не увидят, но по моей задумке у него пылают не только глаза и рука. Виталий, расскажи нам про создание персонажа на примере Трини. Я специально открыл Трини здесь, и я хотел как раз рассказать именно об этой расе, потому что ее не было в первой части, ее пришлось придумать с нуля для четвертой. Собственно говоря, основная задача в придумывании этих вот маленьких человечков была в том, чтобы показать, что это маленькие существа в большом мире, как большом, то есть в привычном нам. То есть детали их одежды, быта должны передавать масштаб вещей. Соответственно, на этом персонаже мы видим шкуру бабочки, скорее всего. Это как наши предки, и, в принципе, современники носили шкуры, или носят шкуры животных, так эти маленькие человечки могут носить шкуры насекомых. К тому же бабочки не менее пушистые, чем лис. И думаю, можно заметить то, что
этого персонажа есть детали, которые призваны привлечь нашу потенциальную аудиторию. Это мальчики зрелого возраста. Вот. В принципе, все. Самое важное я сказал. Виталий, я тогда сразу еще один вопрос возник. А будут ли еще женские персонажи? Да, я вообще за то, чтобы их было как можно больше, потому что в первой части как-то была слишком мужская компания. Собственно говоря, это одна из причин, почему четвертая раса у нас женская. Виталий, а расскажи нам про преемственность стиля. Была ли преемственность с первой части «Грибов» и как она модифицируется во второй части? Ну, естественно, преемственность есть. Все-таки это не уникальная игра, это Mushroom Wars 2, а не Mushroom, я не знаю, там, Clash of Mushrooms или что-нибудь такое. Поэтому была задача найти стиль, который отражал бы первую часть. Но первую часть все видели, там довольно простая графика, потому что игра была рассчитана на мобильные платформы. Здесь мы могли использовать графику более сложную, так как в основном выходим на платформы PC и консоли. Поэтому, собственно говоря, задачей было понять, что вдохновило художников в первой части, потому что, что они хотели отразить в своей упрощенной графике. Ну и, в общем-то, после анализа графики были найдены источники вдохновения художников и переработаны уже мной в графику второй части. Спасибо тебе огромное за интервью.